Все подробности взрыва в центре Москвы. Число погибших выросло до 5. Главной целью атаки были участники закрытого банкета, в том числе главнокомандующий воздушно-космическими силами России. 17-й пораженный склад Wildberries. Под удар попал распределительный центр в Самарской области. Дональд Трамп передумал наносить удары по Ирану. Тегеран заявил: сделки — это хорошо, но Ормузский пролив пока останется закрытым. Венесуэла, 51-й штат США. Намеки Гренландии и инопланетяне. Президент США опубликовал серию странных постов в своей соцсети. Шествие и традиционный обряд благодарения богине Земли Пачамаме. Аргентинцы протестуют против земельной реформы президента Хавьера Милея, покоряя волны. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Число погибших при теракте в центре Москвы выросло до 5. По данным российских изданий и близких к силовикам телеграм-каналов, 2 раненых умерли в больницах. Более 6 человек остаются в тяжелом состоянии. Официально Национальный антитеррористический комитет пока подтверждает 3 погибших и 21 пострадавшего. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее жестоким террористическим актом, но обновленные данные о жертвах не привел. Напомним, взрыв прогремел вечером 1 августа у входа в ресторан «Балзи Росси» в Сталинской высотке на Кудринской площади, примерно в 2,5 километрах от Кремля. Главной целью атаки, судя по опубликованным данным, были участники закрытого банкета. На видеозаписях, сделанных до взрыва, над сценой видна надпись «Александр, 55». Именно 55 лет 27 июля исполнилось главнокомандующему воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Александру Чайко. В мае Владимир Путин назначил его руководителем воздушно-космическими силами. По информации телеграм-канала ВЧК ОГПУ, генерал решил одновременно отпраздновать юбилей и новое назначение. Для этого якобы арендовали весь ресторан примерно за 100 тысяч евро. Среди гостей канал называет сослуживцев Чайко, чиновников, сотрудников ФСБ и депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Автомобиль Муцоева действительно заметили возле ресторана, однако полный список участников банкета не установлен. Тот же источник утверждает, что безопасность обеспечивала Федеральная служба охраны. Однотипные внедорожники с подменными регистрационными номерами стояли возле веранды, парковок и входов. Погибший охранник, остановивший курьера, предположительно был сотрудником ФСО. Официально это не подтверждено. Взрыв произошел во время выступления кавер-группы. Незадолго до него к веранде подъехал автомобиль с мигалкой и машиной сопровождения. Кто в нем находился? Сам Чайко или один из высокопоставленных гостей? Неизвестно. По данным российских и украинских телеграм-каналов, главнокомандующий ВКС не пострадал. По версии следствия, к закрытому на спецобслуживание ресторану подошла женщина с красиво упакованной коробкой. Она назвала себя курьером и сказала, что принесла подарок одному из гостей. Охранник не позволил ей пройти и решил проверить содержимое. В этот момент взрывчатка сдетонировала. По версии российских СМИ, устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте было начинено металлическими шариками и управлялось дистанционно. Женщина, вероятно, не знала, что несет взрывчатку. Она, остановивший ее охранник и один из гостей погибли на месте. Личности погибших власти не раскрывают. Александр Чайко – один из наиболее известных и одиозных российских военачальников, участвовавший практически во всех войнах, которые вела Россия за последние 2 десятилетия. Он участвовал в военной кампании России в Сирии, был заместителем начальника Генштаба, командовал Восточным военным округом. Также Чайко командовал группировкой российских войск, наступавшей на Киев в начале полномасштабного вторжения. Евросоюз ввел против него санкции, назвав самым высокопоставленным российским командиром на территории Украины в момент входа войск в Бучу. Украинские исследователи также обвиняют генерала в приказах применять авиацию и артиллерию против жилой застройки Киевской области. По данным СБУ, в Бородянке по его приказу наносились удары фугасными авиабомбами. У самого ресторана тоже оказалась неоднозначная история. По данным российских расследователей ВЧК ОГПУ и РУ Криминала-Инфо, долгое время Балзи Росси принадлежал бизнесмену Александру Карманову, основателю сети ночных клубов 90-х, самым известным из которых были «Грезы». Источники также утверждают, что к заведению имел отношение бывший сотрудник ФСБ Виктор Шеремет, которого российские СМИ называли одним из крупнейших держателей московского рынка ночных развлечений для взрослых, скучающих мужчин. Позже ресторан приобрел владелец сети букмекерских компаний Максим Кузнецов. Украина продолжает системно бить по российской логистике. В ночь на 2 августа украинские беспилотники атаковали распределительный центр Wildberries в поселке Новосемейкино Самарской области. По данным компании, пострадавших нет. Однако после удара крупнейший логистический комплекс загорелся, а очевидцы сообщают, что часть здания полностью обрушилась. Этот склад открыли лишь в прошлом году. Его площадь
около 130 тысяч квадратных метров, а после выхода на полную мощность он должен был обслуживать до 120 миллионов единиц товаров. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный по позывному «Мадяр», заявил, что именно этот хаб был ключевым звеном между европейской частью России и Сибирью и пообещал, что удары по подобным объектам продолжатся. Склад Wildberries в Новосемейкине стал 17-м объектом, атакованным украинскими дронами с середины июля. Этой же ночью под ударами оказались и другие объекты российской инфраструктуры. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода, военного аэродрома «Энгельс», где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 нефтебазы в Калужской области, а также площадки хранения и запуска российских ударных беспилотников в Брянской области. Российские власти сообщили о 2 погибших в Саратовской области, повреждении жилых домов и массовых ограничениях работы аэропортов в Поволжье. Кроме того, повторной атаке подвергся нефтеперерабатывающий завод «Башнефти» в Уфе. Тем временем США изучают, открыли ли украинские удары вглубь России новые возможности для возобновления переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. По его словам, за последние месяцы динамика войны изменилась. Украина получила возможность наносить дальнобойные удары по российской территории. В Вашингтоне намерены оценить, приблизило ли это стороны к переговорам. В ближайшие несколько недель вы увидите попытки возобновить переговоры между двумя сторонами и добиться окончания этой войны. Но мы также понимаем, что у каждой из сторон есть свои весьма жесткие красные линии. Пока нам не удастся хотя бы немного сблизить эти позиции, говорить о прорыве преждевременно. Тем не менее, мы готовы к этой работе. Президент поручил своей команде. Если появится возможность придать новый импульс мирным переговорам, мы должны ею воспользоваться. США готовы нанести по Ирану удар беспрецедентной силы, но пока откладывают операцию. Дональд Трамп заявил, что американская армия была полностью готова к атаке, однако согласился взять паузу после обращения Тегерана и ряда ближневосточных государств. Главное условие Вашингтона – немедленное открытие Ормузского пролива и полный отказ Ирана от ядерной программы. Соединенные Штаты полностью готовы нанести удар по Исламской Республике Иран, задействовав военную мощь, силу и потенциал, каких не было со времен Второй мировой войны. Несмотря на это, Иран, а также другие страны Ближнего Востока только что обратились к нам с просьбой воздержаться от атаки, поскольку основные параметры соглашения уже согласованы. Оно предусматривает немедленное, полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива, а также устранение иранской ядерной угрозы. Учитывая эту просьбу, я согласился отменить атаку ради будущего блага всего мира и, в равной степени, ради выживания успешного и процветающего Ирана. Это решение будет действовать при условии, что нам удастся в кратчайшие сроки заключить соглашение. Государство Израиль присоединяется ко мне в этом обязательстве. За работу все и доведите дело до конца. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. Еще накануне американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что США и Израиль готовят новую серию ударов по иранской инфраструктуре уже в эти выходные. Среди возможных целей назывались нефтеперерабатывающие заводы, электростанции и объекты, связанные с военной логистикой. Однако, по данным CNN, ситуацию изменил целый ряд срочных переговоров. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман лично призвал Трампа не допустить новой эскалации. Посредниками также выступили Катар, Пакистан и Оман, которые пытаются добиться восстановления судоходства через Ормузский пролив, маршрут, через который проходит почти 1/5 часть мировой торговли нефтью. Аналитики отмечают, заинтересованы в паузе обе стороны. После более чем 5 месяцев войны Иран испытывает серьезное военное и экономическое давление, но сохраняет способность наносить удары по американским объектам в регионе. В то же время, как подсчитали в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, США заметно истощили собственные запасы ракет-перехватчиков Patriot и Тхан, а длительное развертывание авианосцев, авиации и систем ПВО все сильнее бьет по боеготовности американской армии. Теперь главный вопрос – удастся ли превратить эту паузу в полноценные переговоры? Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие дни, Трамп дал понять, план удара по Ирану остается в силе. Иран опроверг сообщение о соглашении по Ормузскому проливу и заявил, что ограничения на судоходство сохранятся. Агентство Фарс со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе, назвало ложными сообщения о договоренности с США и Катаром об открытии стратегического морского маршрута. По данным израильского телеканала N12, ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи согласился на компромиссное предложение катарских посредников и США. Оно предусматривало, что суда будут входить в Персидский залив через иранские территориальные воды, а выходить через воды Омана. Однако в Тегеране заявили, что окончательного соглашения не существует. Военный источник сообщил Фарс, что до прекращения враждебных действий
США Ормузский пролив останется под жестким контролем. Проход судов будет разрешен только по установленным маршрутам и с одобрения военно-морских сил корпуса Стражи Исламской революции. На этом фоне глава иранского МИД Аббас Аракчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Саудовской Аравии предупредил, что любое участие США, Израиля или стран региона в возможной военной операции против Ирана вызовет решительный ответ Тегерана. Также государственные и полуофициальные иранские СМИ отвергли заявление Дональда Трампа, что Тегеран и ряд стран Ближнего Востока согласились на параметры сделки, предусматривающие немедленное открытие Ормузского пролива и урегулирование вопросов вокруг иранской ядерной программы. Там заявили, что Иран не просил Вашингтон отказаться от ударов, а решение стало инициативой самих США. В Техасе простились с 19-летней военнослужащей Изабеллой Гонсалес, погибшей при иранском ракетном ударе по американской базе в Иордании. В Плейно прошла мемориальная церемония, а в Кэрролтоне сотни мотоциклистов устроили памятный мотопробег. Вдоль маршрута жители встречали колонну с американскими флагами. Гонсалес погибла после попадания иранской ракеты в казарму на авиабазе Мувафак-Салти. Вместе с ней погибли первый лейтенант Тайлер Джеймс Фихан и сержант Энджел Серрамперсад. Все трое служили в подразделениях противовоздушной обороны армии США. Удар по базе стал одним из самых серьезных эпизодов нынешнего противостояния между США и Ираном. После атаки Вашингтон усилил меры безопасности на своих военных объектах на Ближнем Востоке. Дональд Трамп снова удивил подписчиков серией неоднозначных публикаций в Truth Social. Президент США сначала выложил изображение, на котором Венесуэла обозначена как часть Соединенных Штатов, и подписал его. 51-й штат. Это уже не первый случай, когда Трамп использует территориальную тему в своих публикациях. Ранее он неоднократно заявлял о намерении добиться перехода Гренландии под контроль США. Теперь в его аккаунте появилась новая запись с короткой подписью. «Привет, Гренландия». Следом президент опубликовал еще одно изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем Трамп прогуливается по одной из американских военных баз в компании инопланетянина. Никаких пояснений к публикации он не добавил. За последние месяцы Truth Social стал одной из главных площадок, где Дональд Трамп делает громкие политические заявления, публикует провокационные изображения и регулярно задает темы для обсуждения в американских СМИ и социальных сетях. Одновременно компания Trump Media запустила платный сервис Truth API. По данным американских СМИ, подписка стоимостью до $100 тысяч в месяц позволит инвестиционным компаниям и корпоративным клиентам получать публикации Дональда Трампа в Truth Social в режиме реального времени, раньше, чем их увидят обычные пользователи. Поскольку заявления президента о пошлинах, санкциях и международных конфликтах нередко влияют на фондовые рынки, сервис уже вызвал дискуссию о возможных преимуществах для крупных участников торгов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Марокко назвало в его честь новую автомагистраль Тизнит-Дахла. Об этом он сообщил в Truth Social, поблагодарив короля Мухаммеда VI и написав, что надеется однажды проехать по этой дороге. Официального подтверждения от властей Марокко пока не последовало. Магистраль протяженностью более 1000 километров соединяет юг Марокко с Мавританией и проходит через Западную Сахару, территорию, суверенитет Марокко, над которой Вашингтон признал еще во время первого президентского срока Трампа. Тогда это решение стало частью соглашения Авраама, в рамках которых Рабат нормализовал отношения с Израилем. Накануне Трамп вновь подтвердил поддержку позиции Марокко по Западной Сахаре в послании королю Мухаммеду VI по случаю Дня трона. Он заявил, что США признают суверенитет Марокко над регионом и считают марокканский план автономии единственной основой для урегулирования многолетнего конфликта. Никол Пашинян официально вновь возглавил правительство Армении. Президент страны Ваагн Хачатурян подписал указ о его назначении премьер-министром после начала работы парламента нового созыва. Перед этим Пашинян подал в отставку вместе с кабинетом министров. Это обязательная конституционная процедура, которая проводится в день первого заседания новоизбранного национального собрания. После этого партия большинства вновь выдвинула его кандидатуру, и президент подписал указ о назначении. Партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах 7 июня, набрав почти 50% голосов и получив большинство мест в парламенте. После выборов Пашинян назвал их результат исторической победой. Никол Пашинян занимает пост премьер-министра с мая 2018 года, когда пришел к власти после массовых протестов. Нынешние выборы проходили на фоне резкого ухудшения отношений Еревана и Москвы. Российские власти открыто критиковали курс армянского руководства на сближение с Евросоюзом, а после голосования в стране продолжились расследования в отношении ряда лидеров пророссийской оппозиции. В Буэнос-Айресе сотни людей вышли на марш против земельной реформы президента Хавьера Милея. Уже 6 августа Сенат рассмотрит законопроект, который отменяет действующие ограничения на продажу сельскохозяйственных земель иностранцам. Протестующие уверены,
Под угрозой окажутся стратегические территории с реками, ледниками, полезными ископаемыми и сельхозугодьями. К акции присоединились представители коренных народов, экологи и оппозиционные политики. Они провели традиционный обряд благодарения богине земли Пачамаме и заявили, что аргентинская земля не должна становиться товаром для международных корпораций. Передача земель иностранцам преследует цель установить контроль над стратегическими территориями, приграничными районами, землями с природными ресурсами, реками, ледниками, полезными ископаемыми и другими богатствами. Когда правительство выставляет Аргентину на продажу как плодородную землю и источник ресурсов, оно фактически обслуживает интересы разграбления и загрязнения, оставляя после себя лишь экологический ущерб. Эта земля должна принадлежать тем, кто на ней работает. В стране сотни тысяч сельских семей, которые до сих пор не имеют доступа к собственной земле. Более 100 миллионов представителей коренных народов, от Аляски до огненной земли, были уничтожены в результате действий испанской, португальской и британской корон. Именно они разделили эти территории. А чтобы создать нынешнее государство, уничтожили народы, которые жили на этом континенте 40 тысяч лет. Мы сегодня считаем, что земля не может быть чьей-либо собственностью. Мы пришли сюда, чтобы быть частью этой земли и жить с ней в гармонии. Земля не продается. Мы ее не продавали, наши предки ее не продавали, ее присвоили колониальные державы, а теперь хотят приватизировать и передать транснациональным корпорациям. Под угрозой находятся не только земли коренных народов, но и интересы всех аргентинцев. Аргентина рискует потерять права на территории, которые сегодня принадлежат государству, если они будут проданы крупным международным компаниям. Сейчас иностранцы могут владеть не более чем 15% сельхозземель страны, а площадь участков для одного владельца ограничена 1000 гектаров в наиболее продуктивных регионах. Правительство Хавьера Милея предлагает полностью снять эти ограничения, рассчитывая привлечь иностранные инвестиции и упростить правила для бизнеса. Противники реформы предупреждают, это может привести к концентрации земель в руках зарубежных компаний, ослабить экологические гарантии и поставить под угрозу контроль государства над стратегическими территориями. Именно поэтому голосование в Сенате уже называют одним из самых спорных решений нынешнего президентского срока. Разгар отпускного сезона в Канаде начался с транспортного хаоса. Бортпроводники авиакомпании WestJet, второго по величине авиаперевозчика страны, объявили забастовку после провала переговоров с работодателем. Еще до начала акции компания отменила более 300 рейсов, чтобы не оставить пассажиров и самолеты вдали от базовых аэропортов. В профсоюзе, который представляет 4400 бортпроводников, требуют оплачивать не только время полета, но и всю рабочую смену. От регистрации перед рейсом до завершения работы. Сейчас сотрудники получают зарплату в основном только тогда, когда самолет уже находится в движении. Предполетный инструктаж, подготовка салона, посадка пассажиров и высадка, которые могут занимать час и больше, зачастую вообще не оплачиваются. В зависимости от стажа, бортпроводники WestJet получают от 28 до почти 70 канадских долларов за так называемый летный час. Но профсоюз утверждает, фактически люди проводят на работе значительно больше времени, чем отражено в зарплате, особенно на коротких рейсах. Именно эта система оплаты в последние годы становится предметом споров не только в Канаде, но и в США. Для тысяч пассажиров забастовка означает сорванные отпуска, командировки и пересадки. Путешествие в каком-то смысле — это жизненно важная услуга. Я понимаю, почему они бастуют, у них есть на это свои причины. Но людям тоже нужно куда-то добираться. Одно дело — отпуск. Но многие путешествуют и по другим, действительно важным причинам. Думаю, сейчас многие поддерживают работников. Времена сегодня непростые. Американский штат Вашингтон борется с одним из самых масштабных сезонов лесных пожаров за последние годы. Огнем уже охвачено более 250 тысяч акров. Это свыше 1000 квадратных километров. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации по всему штату, ввели полный запрет на разведение открытого огня и начали массовую эвакуацию жителей. Наиболее сложная ситуация в районе города Спокан на востоке штата. Там пожар Old Trails уже уничтожил около 3000 акров и угрожает 4000 жилых домов. В небе круглосуточно работают пожарные вертолеты и авиация, а на земле с огнем борются около 4000 спасателей. Из-за густого дыма в некоторых районах нарушено электроснабжение. Губернатор Боб Фергюсон назвал происходящее очень серьезной ситуацией и рассказал, что получает видео, на которых целые улицы сгорают одна за другой. Пока о погибших не сообщается, однако синоптики предупреждают, сильный ветер, жара и крайне низкая влажность в ближайшие дни могут еще больше осложнить борьбу со стихией. Прежде всего хочу сказать, что наш штат столкнулся с очень серьезной ситуацией. Одновременно бушуют несколько крупных пожаров. Мы всем сердцем сочувствуем жителям Вашингтона, которые теряют свои дома и вынуждены эвакуироваться. Я только что говорил с мэром Браун. Мне прислали видео, на котором человек едет по своему району, а вокруг дом за домом охвачены огнем.
Это действительно душераздирающая картина. Сегодня, около 9 часов утра, я объявил режим чрезвычайной ситуации на всей территории штата, а также полный запрет на разведение открытого огня. Мы понимаем, насколько тяжелая сейчас обстановка и насколько сложной она может стать, особенно в эти выходные, когда ожидаются очень сильный ветер, высокая температура и крайне опасная пожарная обстановка. Дональд Трамп публично вступил в спор с собственной администрацией из-за знаменитого отражающего бассейна у мемориала Аврааму Линкольну в Вашингтоне. Президент настаивает, повреждения после дорогостоящей реконструкции – результат вандализма. А вот прокуратура США пришла к противоположному выводу. Федеральные прокуроры попросили суд прекратить дело против 67-летнего бывшего олимпийца Дэвида Хирна, которого ранее обвиняли в порче объекта. По данным Министерства внутренних дел США, причиной разрушения покрытия стали ошибки при монтаже. Гидроизоляция начала отслаиваться еще во время установки, а затем дефекты распространились по всему бассейну. Сам проект реконструкции стоимостью почти $15 миллионов с самого начала сопровождался проблемами. Вода зеленела из-за водорослей, а новое покрытие быстро пришло в негодность. Однако Трамп отверг выводы следствия. В своей соцсети Truth Social он заявил, что на 100% не согласен с прокуратурой, опубликовал видео с людьми у бассейна и вновь назвал произошедшее чистым актом вандализма, утверждая, что именно злоумышленники нанесли основной ущерб объекту. Я на 100% не согласен с Джанин Пирро, прокурором округа Колумбия, по поводу отражающего бассейна. Не понимаю, о чем она думала. По моему мнению, это был чистой воды вандализм. Были повреждены и газон, на котором огромными буквами была вырезана надпись 8647 и другие элементы прилегающей территории. Возможно, при проведении работ у подрядчика возникли какие-то сложности, но основной ущерб нанесли именно вандалы. Посмотрите сами на последствия вандализма у отражающего бассейна. Материал разрезан ножом или канцелярским резаком. Это может увидеть каждый. В калифорнийской Пасифике прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. На старт вышли десятки четвероногих спортсменов. От французских бульдогов до лабрадоров. Участники соревновались в умении удержаться на доске, поймать волну и эффектно пройти дистанцию. Одна из главных звезд турнира – 6-летний французский бульдог Иза. Ее хозяин рассказывает, впервые поставил питомца на доску еще щенком, сначала дома в бассейне, а затем в океане. Теперь они уже 5-й год участвуют в соревнованиях и каждое лето путешествуют по всему западному побережью США. От Сан-Диего до Санта-Круза. Иза 6 лет. Когда ей было примерно 6-7 месяцев, мы начали ходить на пляж. Как раз тогда был ковид. Так она привыкла к океану. Потом я купил доску для серфинга, поставил ее в бассейн, и Иза научилась держать равновесие. Затем мы просто объединили все это. Вот так все и началось. Я не проснулся однажды в 50 лет с мыслью: буду кататься на серфе со своим французским бульдогом. Все произошло совершенно естественно. И вот уже 5-й год мы этим занимаемся. Мы катаемся на всем западном побережье. От Хантингтон-Бич до Писмо-Бич, Санта-Круза, Сан-Диего и Пасифики. Сейчас мы как раз в Пасифике. Все лето, примерно раз в месяц, участвуем в таких мероприятиях. Это замечательный способ провести лето. Чемпионат по серфингу среди собак проходит в Калифорнии уже почти 2 десятилетия и давно стал одной из самых необычных летних традиций штата. Для зрителей это не только шоу, но и благотворительное мероприятие. Часть средств от продажи билетов и сувениров ежегодно направляют в организации, которые помогают бездомным животным. В этом году посмотреть на необычных серферов приехали сотни зрителей. Многие признавались, сами на доске никогда не стояли, но мастерству четвероногих спортсменов откровенно завидуют. Собаки на серфе — это действительно удивительно. Они настолько хорошо подготовлены, уверенно держатся на досках и ловят отличные волны. Я поражен тем, как здорово у них получается. У этих собак есть свои плакаты, сувенирная продукция, целая группа поддержки. Все болеют за них. Атмосфера здесь просто потрясающая. Мы приехали из Канады и никогда не думали, что увидим собак на серфе. У нас в Торонто нет таких волн, да и серфинг не очень популярен. Поэтому для нас это невероятный опыт. Я просто считаю, что эти собаки невероятно талантливые. Я сама даже не умею кататься на серфе, а они это делают. Не представляю, как у них получается, тем более, что волны здесь действительно большие.